так сказать, тропа уходит направо. Не наша ли это тропа? Я вот что думаю. Мы потеряли путь. Куда нам идти? В лесу настолько все занесено снегом, это просто нереально. Тем более по темноте. Мы что-то потеряли все ориентиры. Сейчас вот остановились, попили чаю, съели бутерброд. Пойдем искать дальше. Вернемся на исходную точку и от нее будем опять танцевать. Потому что где мы, что-то трудно вообще сориентироваться в ночном лесу. В общем, таких приключений у нас еще в жизни не было никогда. Так себе, конечно, ощущение. Но, тем не менее, что-то новое. Всегда интересно. Идем уже, наверное, около 2 часов до землянки. Осталось, наверное, еще около часа добираться. Сугробы почти по пояс. Ну, все мокрые. 5 минут идем, 5 минут отдыхаем. Вот. Хорошо волокуши взяли. С волокушами полегче. Без них было бы, наверное, совсем тяжело, потому что у нас там 15 литров воды и, наверное, еще 10-15 килограммов всякой еды. Фу. Но не впервые нам. В общем, время 11 час уже. Я не знаю, уже запутались, сколько мы шли. Наверное, часа 4, наверное, уже ходим по этому лесу. Заблудились несколько раз. Заблудились, потому что, во-первых, темно. Во-вторых, снега очень много навалило. Из-за этого все ориентиры, по которым мы раньше ходили сюда без проблем, их всех не видно. И вот мы с Колей вот так вот по пояс практически. Ну, по колено это всегда, а иногда и по пояс, ползком. Вот так вот шли. И дошли все-таки. Чудом нашли ее, не знаем как, кругаля дали. И, ну, ее сейчас не видно. Ну, вон там она, нам видно. Вон там. И скворечник этот, как он называется? Кормушка уже, не помню. Вот сейчас туда дойдем. Но, если честно, мы уже отчаялись, конечно. Уже потеряли силы. Но все-таки лесной бог над нами смилостивился. И мы все-таки нашли землянку. Нам предстоит ее откопать еще. Слушай, а вот очертания. Очертания. Да. Следы различные здесь видны, кстати. Наверное, дикие животные ходили. Леса, наверное. Около землянки следы прям. Ну вот она, земляночка. Как же ее сильно занесло. Мы блуждали вон там. Но почему-то дали лишний круг вокруг берез этих. Да. Приключение года, можно сказать. Ребята, это было самое большое приключение, если можно так сказать. Мы наконец-то нашли землянку под метровым, каким метровым? 5-метровым слоем снега. Нам предстоит ее откопать, сходить за дровами, потом напилить их, наколоть, потому что дров здесь маловато. Нам не хватит, явно.
А сейчас отправляемся за рюкзаками и за волокушами, которые у нас остались метрах в 400 отсюда, где мы их оставили. Приняли такое решение оставить, чтобы налегке, так сказать, искать землянку. Ну, честно говоря, вообще нереальная усталость. Ты как? Да ну, сейчас уже пока непонятно. Ну, нашли землянку, стало Да, полегче. это уже, да, гораздо легче стало, а то уже отчаяние просто Ага. нами овладело. Никогда у нас такого в жизни не было. Даже немного мандраж такой начинался. Тремор. Да. Тремор. Ладно, пойдем сейчас обратно. Притащим сюда все вещи, волокуши. И будем располагаться и греться уже. Время 11:30 вечера уже, или даже ночь уже настает. А мы тем временем нашли валежник на холме на нашем. Принесли его сюда. Сейчас потихоньку будем пилить на чурбачки, колоть их потихоньку. И заносить в землянку, и уже начинать топить печь. Потому что уже как-то хочется согреться. Все мокрые. Вот, надо бы просушиться уже. Готовить покушать. Я не знаю, сил на это хватит, не знаю, нет. Может быть, просто попьем чаю и ляжем потом обессиленные. Ну, все, что на нас, надо просушить. А для этого надо как минимум затопить печь и удачно ее раскочегарить. Да, денек сегодня, конечно, выдался у нас. Тот еще квест получился. Вот. Ну а завтра уже утром будем смотреть по ситуации. Опять пойдем искать валежник. Опять заготавливать дрова. Потому что их будет улетать очень много. Кстати, на улице всего лишь 0 градусов. Наш термометр показывает. И в землянку, когда мы тоже пришли, там было всего лишь, ну, +1 где-то. Сейчас мы надышали, там где-то +3. Хорошая кучка. Ну, на ночь должно хватить. Да, хватит. Юра нам уже на вообще ночь. без сил просто. Ну, собственно, как и все мы здесь присутствующие. Смотрите, как землянку снегом замело. Да, Тут землянка что-то вообще метра красивая. 1,5, наверное, на крыше даже лежит. Кое-как очистил Да, лестницу. а кто-то говорил нам, что у нас крышу не выдержит. Все отлично, ребята. И слава богу. Все, друзья, можете нас поздравить с тем, что мы добрались благополучно в нашу землянку. Затопили печку. Здесь уже у нас 27 градусов. Очень даже комфортная температура. На улице сегодня у нас тоже тепло, около нулевая. Поэтому, я думаю, подкидывать-то и особо и не нужно будет ночью. Будем спать в комфорте и в уюте. Ну а сейчас нам остается только хорошенько покушать,
попить горячий чай. Ужин сегодня делать, наверное, мы уже и не будем, потому что время уже 1 ночи, сил нету. И на самом деле и желание на сегодня тоже все пропало. Остается только поесть и закутаться в спальнике. Выспимся, а завтра уже будем заниматься делами какими-то. Да, в планах мы хотим завтра все-таки поставить обратно старую печку нашу маленькую. Она, по крайней мере, не так дымила сильно, как эта. Но мы себя на эту ночь обезопасили в плане того, что вот опять отсоединили трубу. У нас дым будет уходить вот сюда вот. Опять как в прошлый раз. Так что мы за это спокойны. Ну и датчик угарного газа, опять же, наш верный друг и помощник во всех делах. Мы его проверили, кстати, сегодня в очередной раз. Он работает. Подносили к дымоходу на улице. Он там просто зашкалил запредельные значения. Ну, видимо, угарный газ весь там. Здесь все в порядке. Вот. Ну и сейчас уже более-менее нормализуется как-то атмосфера. Да, и забыли сказать, после нашего последнего прихода здесь, по всей видимости, никого не было. Мы, когда пришли, сразу же посмотрели тетрадь посещений, записей никаких нету. Ну и по всей видимости, вот как мы пришли, вот как Коля вот здесь все оставлял, стол протирал, такой же, все в чистоте и в порядке, все так же и осталось. Все на своих местах. Следы зверей по лесу встречались нам сегодня очень много. Но в основном, как мы думаем, это лисы. Волков у нас не водится в регионе. Вот. Лисы, может быть, зайцы. Да нет, лисы, скорее всего. У зайца там другой совершенно след. Там как-то он прыгает по-особому. Все, будем ложиться спать, а завтра включимся и обо всем вам расскажем. Всем пока. До завтра. Всем доброе утро. Спалось просто великолепно. Как и всегда, да. Здесь спится великолепно. Мы заменили печку. Убрали большую нашу печку, которая дымит. Поставили нашу старушку маленькую. И вот в течение уже, наверное, минут 40 она жарит. То есть мы успели даже вскипятить чай, там пожарить яичницу. И 39 градусов показывает, что очень хорошо. Ну, на самом деле тут жарко и очень комфортно, скажем так. И никакой обратной тяги, никакого дыма, просто великолепно. И при такой относительно мягкой погоде на улице, ну там, наверное, не ниже -3 сейчас. В принципе, эта печка довольно-таки хорошо справляется. Да, и мы не сказали же с тобой, почему мы ее поменяли. Мы ее поменяли по причине того, что да, вот эта обратная тяга и вот эта новая печка, которая у нас стояла-то большая, мы все-таки решили, что проблема-то вот не в трубе, там, не в тяге или что-то еще такое. Ну, о чем вы писали нам много в Да, не в комментариях. диаметре дымохода. А в этом отбойнике, который находится, где вот выход дымохода, там такой треугольный отбойник есть, который не дает сразу же дыму выйти наружу, и вроде бы как создается система вот эта вот, которая поддерживает температуру внутри печи дольше.
То есть она дольше как бы должна греть. Но обратная сторона медали, вот это обратная тяга. Поэтому мы думаем, что этот отбойник нам нужно убрать, его как-то спилить. И, возможно, это решит проблему. И обратной тяги не будет. А пока мы пользуемся нашей старой вот этой печкой, которая сегодня справляется. Да, а чему мы очень рады. Этот отбойник еще не давал нормально сформироваться, нормальной тяги. То есть вот в чем еще причина. Ладно, завтракаем. Угу. Всем приятного аппетита. Завтракаем и потом пойдем на гору на нашу, опять за валежником, и будем опять заготавливать дрова. Их надо много, потому что печка прожорливая. Да и чтобы на следующий раз хватило тоже. Да, хотим в этот раз по максимуму напилить дров, чтобы в следующий раз бензопилу сюда не тащить, потому что это очень тяжело. Вот, по таким сугробам таскать ее. Хотим выразить огромную благодарность нашим зрителям, которые нам прислали донаты. Это Дмитрий и Ирина. Большое спасибо. Да, спасибо большое вам. Ваш этот взнос мы потратили на бензин, покупку бензина, на покупку масла, и еще мы купили эту канистру. Под бензин. Да, теперь бензина у нас много, благодаря вам, друзья. Спасибо вам за это большое. Поэтому теперь дров у нас будет очень много теперь. Спасибо еще раз. Вот в таких условиях нам с Колей приходится дрова таскать. Но эту тропинку мы уже с ним более-менее натоптали. А так там всегда везде по колено. По пояс в снегу. Угу. Спилить это полдела, еще принести сюда все. Хотели мы сначала волокуши нагрузить, но по натоптанному вот этими нами снегу, сугробам, они переворачиваются сразу же, поэтому носим вот так в руках. Вот такое количество бревен мы напилили. Думаем, хватит это нам на сегодняшний день точно. И на следующий раз рассчитываем, что нам хватит этого. Ходили мы сейчас с Колей по лесу. Искали стабильную интернет-связь для того, чтобы выйти с вами, друзья, на стрим. Те, кто были на стриме, знают, что мы пытались сделать еще один дополнительный стрим уже отсюда, прямо из землянки. Ну, здесь где-нибудь недалеко попробовать. Но ничего из этого путного особо не выходит. Поэтому, если и проводить такого рода формат, то где-то, наверное, где уже более стабильное интернет-соединение. Но нам понравилась эта идея. Было интересно общаться с вами вживую. И мы думаем, что и вам тоже это было интересно. Будем проводить чаще. И напишите нам тогда в комментариях,
Интересен ли вам такой формат общения и как часто его проводить? И, может быть, что-то еще добавить? Вот такой запас дров мы с Колей заготовили. И все это благодаря нашим зрителям, Дмитрию и Ирине в особенности, которые оказали спонсорскую помощь, так сказать, нам. И мы на эти деньги приобрели бензин для бензопилы. Спасибо еще раз, Дмитрий и Ирина. Чуть не забыли мы про наших пернатых друзей. В прошлый раз, когда мы с Колей сюда приезжали, прилетал сюда птичка такая красивая, которая называется поползень. И вот он повадился, понравилась ему овсянка. Теперь каждый раз, когда мы сюда приходим, я закидываю ему в кормушку сюда овсянку. А завтра утром посмотрим, может быть, прилетит. Сейчас приготовим мясо, запечем его в печке в фольге. Вот, собственно, кусок индейки, лучок. Лука можно не жалеть, в принципе. Он такой вкусный. Потом выходит сладкий даже. Вот перчик болгарский. Так. Сейчас мы по два кусочка, вернее по одному кусочку сделаем. Еще сварим спагетти. У нас, кстати, с прошлого раза остались они. Вот, в кастрюльке. Сейчас вот воду греем. Перчик и еще такой приправки сверху. Думаю, хватит. Пообедать у нас сегодня с Колей не получилось, так как весь день мы занимались заготовкой дров. Зато ужин у нас сегодня просто восхитительный. Коля сделал на ужин макароны и индейку запекли в печке с овощами. Предлагаем и вам вместе с нами поужинать так же сытно и вкусно, как и мы. Давайте дегустировать вместе с нами. Конечно же, помидорки черри нам особенно полюбились в последнее время. Без них мы теперь не ездим. Всем приятного аппетита. Так, пробуем индейку. Да, хорошо пропеклась.
Вкусная, мягкая. Снова сегодня мы с Колей замочили сильно ноги, пока ходили в поисках валежника. И думаем этим вечером устроить, так сказать, банный день. Попробуем затопить печь по максимуму, насколько получится. Погреем косточки внутри землянки. Как мы и планировали, в землянке сейчас температура примерно такая же, как, наверное, и в сауне. Сейчас покажу. Вот она, 69, сейчас 61 будет, и потихонечку она повышается. Фу. Эксперимент у нас удался, печка себя хорошо показала. Можно вот так вот коротать вечерки здесь внутри и греться. Температура в землянке достигла 67 градусов. Отличный результат. Друзья, все, кто хочет попасть в лесную с такую сауну, добро пожаловать. Приезжайте, топите печку и наслаждайтесь. Вот это я понимаю отдых в лесу возле землянки. Доброе утро. Мы проснулись наконец. Время 11 час. Не сказать, что спалось гладко и ровно, потому что жарко очень было поначалу от натопленной печки. Но часам к 6 утра температура в землянке у нас понизилась до плюс 17. И даже в спальничках маленько начали подмерзать. Потом разожгли печку, немножко протопили ее. И на 10 часов уже 26 градусов у нас было. На улице идет снег небольшой, ну, собственно, как и обещал нам МЧС. К большому сожалению для нас, потому что нам выбираться, наверное, надо будет из землянки часа за 3, чтобы добраться до ближайшего населенного пункта и уехать оттуда по домам. Сейчас занимаемся завтраком. Тут обжарим такую вот красоту. И тут индейка, нарезанная крупными кусочками. И внедрим туда оставшиеся 5 яиц, у нас еще осталось. А на обед планируем запечь куриное филе, то, что у нас останется. И пообедать, собственно говоря, этим. Может, еще и рису отварим. У нас есть рис быстрого приготовления в пакетиках, быстрой сварки. Вот так вот. Вещи у нас высохли, обувь высохла. Но пока мы доберемся до дома, мы опять все мокрые будем. В общем, так вот.
Орел! А чё это ты не заходишь? А вы что, не слышите меня, что ли? А мы тебя услышали, но оглохли уже. Давай заходи. А у меня тут сюрприз вам. Я тут так все это делал. Че? Здравствуй, землянка. Иду. К нам пришел Андрей, а мы его, честно говоря, не ждали уже. Обещал в 9, но сейчас уже 11. А что он там по сугробам лазит, я не знаю. Вон Николай стоит, снимает. Ой, нифига у вас там. А как тебе такое? А ты как думал? Ты что там нас отстреливаешь? Он кинул нам петарду в землянку. Ну это вообще как называется? Детский сад. А, Слушай, Здравствуй, землянка. Пришел к нам Андрей. всем привет. Он и в прошлый раз обещал, но не срослось. Да. Сегодня он наконец пришел. Ну, с сюрпризом, с небольшим. Да. Напугал нас. Простите. Попытаемся. Слишком слабенькие петарды оказались. Ну, Как добрался? с трудом. Сугробы сильные? Сугробы были больше колена. Мгм, Чуть не под бедро. мгм, Фу, метров, наверное, 500 прошел я мгм. по сугробам. Каждый, наверное, метров 30-40 останавливался, отдыхал, потому что вообще невозможно идти. Проваливаешься, все, силы пропадают, пока ногу вытаскиваешь. Мгм. Ну, того стоило сюда прийти снова, в эту Понятно. классную землянку. ну сейчас мы тебя, Андрюх, накормим, напоим. И спать уложим. Спать Хорошо. уложим. И А сами, уйдете. домой. Да. Смена. Продукты тут есть. Там еще рис, какие-то хлопья. В общем. Спасибо. Ну, молодец, что приехал, мы тебя рады видеть. Да. И давно не виделись. Вот. А у нас тем временем жарится. Жарится индейка. И мы влили туда еще яйца. Взбили их и влили смесь. Должно быть очень вкусно получиться. Сейчас еще, может быть, минут 5-10 и будем пробовать. Ну, я прям пришел вовремя к ребятам в землянку. Они уже тут только что приготовили завтрак. Как знали, что Андрей будет сейчас. Давно мы все вместе не собирались втроем. Я не помню, когда мы все вместе были. Как раз, наверное, в землянку у в реке и были, да? и были. Ну, с ночевой, да. Я же к вам приезжал еще А, да, на минутку, да, ты приезжал. вечером, когда. Да. Когда мы полы здесь делали. Мгм. А, ну стол вместе. И вот стол мы- помог нам стол сделать. вместе, да. Мгм. Николай, как вы вкусно готовите? Да, мы оба нормально готовим. Не, Юрий тоже очень вкусно. По его рецептам я иногда дома готовлю. Он рассказывал, как тебя кормил, да-да-да. Ты был в восторге. Особенно Я вот вообще- в землянке у березы Да. индейку мы с тобой с овощами. Вот я ее дома повторяю. А, замороженные овощи, которые... Да, но она не такая вкусная вот получилась, как в землянке. Видимо, какой-то земляничный аромат там присутствует. Там на дровах. Ну, кстати, да, возможно. И пропитывается самой землянкой, как будто еда. Мы с Коляном вчера на этих на волокушах с горки катались. Ну, Да. Да. Хочешь Кстати, тоже ты покатайся? тоже Я тоже попробуй. хочу. Давай, сегодня сделаем. Прикольно. Сегодня я к Юрию и Коле пришел не с пустыми руками. Сегодня я принес небольшой презент в эту землянку. Подарки, это мы любим. Да. И Юрий и Коля по два подарка каждому. Ох, ничего себе. Так, это вам по свечке. О, спасибо. О, класс. Антуражненько. Обалденно. И вообще. вот такие вот это от меня подарочки. Это Мгм. тебе, а Спасибо. это тебе. Будем Это же разжигать, Андрюха, и вспоминать. О, нифига Ты видел? себе. Класс, это надо Вообще. показать. Это на принтере вывел, да? Не знаю, видно так будет, нет? В общем, это наша фотография. Ладно, мы потом вставим отдельно. Да. Там фотографии из землянки у реки, где мы втроем сидим возле нее. Мгм.
Супер, молодец. Да, класс. Теперь будем зажигать свечку и вспоминать. Здорово, спасибо. Спасибо. Чтобы было весело в землянке, мы решили сделать раз с горы прям до землянки. Вот я тут немного сделал лунку такую, чтобы она шла не влево, как вот уходили волокуши у нас, а вправо. И она прям пойдет до землянки. Я думаю, они могут повернуть. Вот туда. Ну вот и подошли наши выходные в землянке к концу. Пора собираться домой, выдвигаться в долгий путь. Спасибо, что досмотрели наше видео до конца. Мы надеемся, что вы также классно провели время в лесу, как и мы. Покатались на санках, вкусно покушали, встретили Андрея с канала «Будни путешественника». До новых встреч, друзья. Пока. Пока-пока. Поехали.